Ну чё, пацаны, утки? За время все вперед, час, миг, век, год. Приправим ремейком. Навстречу тайнам спешат отчаянно утки. И оригинал на закуску. Да, культовый диснеевский сериал, выходивший с 1987 до 90 года, который я безумно обожала. Конечно, у меня на диске были и другие сериалы Диснея, но именно уток я затирала до дыр. И много лет спустя, когда с телевизора я полностью перешла в интернет, то и дело мелькали упоминания о перезапуске утиных историй. Но интереса у меня к нему не появлялось. Только в 21-м я посмотрела 2 последних ролика от Оптимистера. Да, я проспойлерила себе концовку сериала, но скажу заранее, впечатление мне это не испортило. И вот, спустя 3 года я наконец соизволила его посмотреть. И что я могу сказать? Ощущения были фантастическими. Я снова почувствовала себя ребенком, вспомнила об оригинальных утиных историях и даже начала сравнивать их друг с другом. Собственно, ради этого мы все здесь и собрались. Я хочу сравнить эти 2 сериала и разобрать, в чем ремейк преуспел и в чем уступил оригиналу. Сразу говорю, в ролике будет много духоты и субъективщины, так что я вас предупредила. Приступим. Начнем с самого простого – сеттинг. Оригинал вышел в 87-м, поэтому в самом сериале можно найти немало элементов из 80-х. События ремейка, в свою очередь, происходят в современные десятые. У всех есть смартфоны, присутствуют современные дроны, ховерборды, технологии, ну и, конечно же, соцсети. Также тут очень много отсылок не только на старые серии, но также на другие сериалы Диснея. «Чудеса на виражах», «Чип и Дейл» и, конечно же, «Черный плащ». И если за все остальное я шарю, то вот ЧП... И я не смотрела. Да, я обожала утиные истории, миллион раз их пересматривала, и ни разу не видела ни одной серии «Черного плаща». Я сама не знаю, как так получилось. И даже мои родители не смогли дать мне четкий ответ. И это при том, что мой брат в свое время смотрел оба сериала. Единственное, что я помнила, так это шикарную заставку. Дым и пламя, шум и гром, дерзость и расчет. Черный рыцарь скрыт плащом, славы он не ждет. И что это история про супера в шляпе в сопровождении рыжей девахи и какого-то фига Зигзага. Меня это еще в детстве смутило. У Зигзага может быть только один босс, и это мистер Макди. И по сей причине большая часть отсылок была мною не замечена. Что обидно, ведь у тех же уток я даже самые мелкие детали узнавала. Как, например, «О, это же Пепс-стимулятор, который в одной серии рекламировал Фентон». «О, это же костюм Скруджа, в котором он был в серии, где впервые появилась Голди». «О, я помню эту серию». «О, это ж та самая локация с полуметражки». Эх, жаль, что саму работику не показали. Я посмотрел на нее в новом обличии. И это только половина, но, думаю, суть вы уловили. А теперь давайте перейдем к мякотке. Персонажи. Сначала поговорим о главных героях, потом про второстепенышей и под конец про новых. Итак, Скрудж Макдак. В глобальном смысле ничего особо не поменялось. Но единственное, что не давало мне покоя, Скруджа будто сделали меньшим скрягой. Он скорее стал просто экономным и ценящим каждую монетку, нажитую за все эти годы. Просто, чтобы вы понимали, каким Скрудж был скрягой в оригинале. Он мог зажать несчастные 10 центов, которые могут спасти его от расстрела. Он мог вместо букета цветов подарить на день рождения семена цветов и достаточно пренебрежительно относился к своим подчиненным. Можно, конечно, приплести сюда, мол, когда у персонажа столько плохих качеств, то зрителям, в основном детям, будет тяжело за ним следить и сопереживать. Угу, только детишкам из 90-х и нулевых это что-то не мешало. Именно поэтому, когда в ремейке я услышала вот это... Откуда у тебя деньги на это барахло? Дилли оплатил корпоративной кредиткой. У Дилли нет корпоративной кредитки. Ну так он мне вашу дал. Вот не верю я, что Скрудж мог так спокойно на это отреагировать. Вот не верю. Также я хотела уделить внимание голосу, а точнее дубляжу. Когда я начала смотреть первую серию, меня не покидало чувство дежавю. И, решив перепроверить информацию, я узнала, что это, черт подери, был голос из моего детства.
Ведь Паника, Мушу, Дон Карнажа и да, Скруджа Макдака озвучил Валерий Кухарешин. И когда я пересматривала оригинал, то осознала, что именно с этим голосом у меня ассоциируется Макдак. Да, Борзунов и Воеводин сами по себе тоже звучат хорошо, но если меня попросить выбрать кого-то одного, я без замедлений выберу Кухарешина. Как по мне, он идеально передает саму суть Скруджа Макдака, что несмотря на немолодой возраст, у него все еще есть порох в пороховницах. И каждый раз, когда он радуется, злится, удивляется, слышится такая живость и энергия. Пропали! Все мои капиталы пропали! Недоработка! По-твоему, навязать братцам Бигль несметные сокровища? Недоработка! Золото! Золото! Золото, золото! Поэтому я безумно рада, что его вернули к озвучке ремейка. Окей, дальше у нас по списку тройняшки. И давайте сразу уберем страуса из комнаты. Они наконец-то друг от друга отличаются! Не только по цветовой гамме, но и по стилю одежды, прически, а самое главное, по характеру. Каждому добавили свою особенность, за счет чего за ними интересно наблюдать. Но больше всего мне нравилось наблюдать лишь за одним из них, а именно Дилли. Почему он? Да потому что Дилфорд – это кусок гусиного жира. Он лентяй, хочет получить все легким путем, прилагая наименьше усилий, мечтает о собственном бизнесе и больше всех из детей помешан на золоте, но при этом вообще не смыслит в финансах и практически сразу сливает весь бюджет. Терпеть не может неожиданности, ведь тогда его тщательно продуманный план сыпется как карточный домик. И если его настигает какая-то проблема, то чаще всего он сам в этом виноват. И посему очень весело наблюдать за его страданиями. У меня есть 3 любимых дуэта, в которых участвует Дилли. Первый со Скруджем, второй с Голди, жаль, что один раз всего был, и третий с его мамой. Но об этом мы поговорим чуток попозже. Дональд Дак. Дональд, что в оригинале, что в ремейке, появляется в первой серии, дабы спихнуть племешей Скруджу. Но в первом случае он сразу же отправляется на военный флот, и по сей причине в сериале он появляется от силы пару раз. И выступал либо принцессой в беде, либо компаньоном для Скруджа. Поэтому я не успела сильно привязаться к нему. В ремейке же ему уделили гораздо больше экранного времени. Это видно по той же заставке. Он теперь взаимодействует не только со Скруджем, хотя диалоги между ними достаточно забавные. Всем разбиться на пары. Продуем вычеркное завещание. Но вы же оба на одной волне! Какой бред! Я миллиардер, а он дармоед, который живет в моем бассейне. Дональд стал больше времени проводить с тройняшками, и можно во всей красе лицезреть, насколько сильно он их любит, и даже проскакивают моменты этакой гиперопеки с его стороны. А во втором и третьих сезонах, когда появляется Делла, возникают смешные и приятные взаимоотношения брата и сестры. А самой лучшей серией, где я окончательно прониклась Дональдом, стала «Куда пропал Дональд Дак». По стечению обстоятельств он оказывается в плену лунян, и весь эпизод пытается вернуться обратно на Землю, дабы предупредить об угрозе. И ближе к концу, когда он узнает, что Лунарис первым делом планировал ликвидировать детей, он впадает в натуральное бешенство, и начинается эпичный поединок. А когда ситуация окончательно накалилась, он улетает на экспериментальной капсуле. И нам ранее показали, что она непригодна для безопасного перелета. И нет, ему не дается это легко. Его мутит, корежит, и я уверена, его внутренние органы вверх тормашками переворачивались. Но тем не менее, он борется с болью, дабы не потерять сознание и вернуться к своей семье. И за счет этого эпизода мое трио любимых персонажей превратилось в квартет. Зигзаг. Блин, Зигзаг все так же шикарен. Что в оригинале я его обожала, так и здесь. И когда у меня случался тяжелый день, я включала серии с ЗЗ, и мне сразу становилось лучше. И извините, увлеклась. Из глобальных изменений Зигзаг теперь подрабатывает у мистера Макди не только пилотом и рулевым, а еще и шофером. Также ранее упомянутый ЧП тут является внутричком сериала, и Зигги является его большим фанатом и считает его примером для подражания. Ну-ка, от винта! Также мне безумно нравится момент с ним в самом конце, где он начал загоняться из-за того, что он типа самый бесполезный в команде. Но потом его все начинают поддерживать, и по итогу он разносит всех плохишей. Конечно, я не из тех, кто жаждал увидеть Зигзага в костюме утка-робота,
Его может носить только Фентон. Но эта фраза звучит круто. Хо-хо-хо! И кто ты у нас теперь такой? Я пилот. Единственное, чего мне не дохватило, так это серия, где ЗЗ знакомится с Макдаком. Ведь тоже знакомство Скруджа и Клювди нам показали. И было немного обидно, что не засветили семью Макряка. Хотя, когда я увидела вот этот момент... Фу, все липкое какое-то. Раньше я использовал суперклей, но у него много недостатков. Жвачка лучше. Мне сразу вспомнилось вот это. По моей команде заводи двигатель. Врубай до упора. Может, это у меня уже развился СПГС, но буду надеяться, что это была такая приятная отсылка к его сестре. Окей, дальше у нас Фентон Крякшел. Первое, за что цепляется глаз, Фентон прошел перекраску. Но лично у меня это проблем не вызывает. Мне даже нравится его новый цвет перышек. А из чего-то серьезного, его навык щитовода был убран. Для тех, кто забыл, в оригинале у Фентона был фантастический дар в щитоводстве. И это была одна из главных причин, почему Скрудж взял его на работу. 185 185 чего? этих дробинок. Сосчитал дробинки? Видимо, из-за того, что Фентон теперь работает не столько на Скруджа, сколько на Разболтайла, в данном навыке не было необходимости. А жаль, он ведь благодаря этому Скруджу жизнь спас. Но в любом случае, это все тот же Фентон Крякшел. Назойливый, целеустремленный и придумывающий безумные идеи. Разве что его сделали менее эксцентричным. Окей, давайте перейдем к новым персонажам ремейка. Лина, ожившая тень магии и лучшая подруга Поночки. Мне понравилось, как развитие ее персонажа грамотно распределено на все 3 сезона. В первом она все больше привязывалась к Поночке и все чаще боролась с влиянием ее тетушки. И под конец окончательно дала ей отпор. Второй сезон. Хоть Лина и стала самостоятельной, она боится использовать всю свою силу, ведь не хочет стать такой же, как и Магика. Но благодаря друзьям полностью побеждает свои страхи и готова двигаться дальше. Однако в 3-м сезоне Лина все еще не может полностью контролировать свою магию, но при битве с Фантомом Блотом обретает себя и завершает свою арку. Приятный персонаж, приятное развитие, большего тут и не скажешь. Но самым главным нововведением ремейка стала Делла Дак. Да, наша троица наконец обзавелась матерью. Однако все свое детство они провели с Дональдом, следовательно, она куда-то исчезла. Главный вопрос: куда и почему? Это становится главной загадкой первого сезона, которую мы вместе с Вилли пытаемся решить. И мне нравится, как история подкидывает нам все новые и новые кусочки пазла. Скрудж скрыл информацию о Деле из открытого доступа. Потом мы узнаем про копье Селены. Но оказывается, что с Селеной оно никак не связано. Затем дети находят вещи в фамильном замке. А самое забавное, что закидывать нас намеками стали еще до того, как мы это поняли. Вот когда в первый раз мы узнаем про копье Селены? В библиотеке? Пф, неа. Еще в Атлантиде во время ссоры со Скруджем Дональд его упомянул. А так как это было сказано мимолетом, процентов так 90 зрителей про это забыли. В том числе и я. В общем, в предпоследних сериях мы наконец узнаем, что случилось с Деллой Дак. Оказалось, что после сотни приключений со Скруджем и Дональдом она жаждала чего-то большего, а именно обуздать космические просторы. И в качестве сюрприза Скрудж построил копье Селены. Но каким-то образом Делла узнала про него раньше и улетела сама. Скрудж пытался отговорить ее, но она так и не вернулась. И ожидаемо, данная новость очень сильно ударила по детям, ведь у них была надежда, что они смогут встретиться с ней. И теперь эти крылья надежды были обрублены напрочь. И в потоке эмоций они обвинили во всем именно Скруджа. И даже покинули особняк на какое-то время. А когда нам показали, как Скрудж из кожи вон лез, лишь бы найти Деллу, что чуть не привело к банкротству, на это втройне тяжелее смотреть. Но так или иначе, в самый последний момент семья объединится и сразит наповал теневую ведьму с помощью силы любви. Все помирились и были готовы двигаться дальше.
А в конце нам ставили небольшой клиффхенгер, где раскрывается, что Делла, во-первых, жива и находится на данный момент, барабанная дробь, на Луне. Как было выше указано, первый сезон лишь строит интригу вокруг персоны Деллы Дак. А вот во втором сезоне происходит полноценное раскрытие утиной мамы. В 7-й серии нам наконец показывают, что случилось с Деллой после метеоритного дождя. Ее корабль совершил жесткую посадочку на лунную поверхность, после чего она падает в кратер, где находится целый город со своими погодьте, не тот фильм. Посадка была настолько жесткая, что Делле аж пришлось отрубить себе ногу. Правда, это оставили за кадром. Жаль. Радио сломано, и связаться с Скруджем нереально. Так что ей приходится самой искать способ поднять свою колымагу в воздух. И признаю, когда нам показывают, как она пытается улететь, но что-то снова и снова ей мешает, как делает записи для своих детей, которые, как мы помним, до них так и не дошли, и как старается не опускать руки и добраться до своей семьи на протяжении 10 лет, тебе становится реально жалко ее. Благо, во время очередной схватки с местной фауной Деллу таки находят местные жители, что немного странно. То есть за все эти 10 лет они обнаружили ее только сейчас, учитывая, что и генерал, как мы позже узнаем, имеет при себе мощное оборудование, и он не засек, что на их поверхность упал большой космический объект. Ладно, неважно. У лунян весьма удачно имеются при себе ресурсы, с которыми Делла может починить ракету. В благодарность она даже обещает взять всех с собой. Но, к сожалению, не судьба. Так что она оставляет Лунарису чертежи копья Селены. Но, как оказалось, у лунного генерала имелось рыльце в пушку. Но это не так важно, ведь Делла наконец сможет увидеться со своей семьей. И за что я хочу особенно поблагодарить авторов, это за то, что они по максимуму раскрутили тему материнства Деллы. Она любит своих сыновей, безусловно. Но чтобы быть родителем, недостаточно просто любить их. Она не придерживается правил безопасности, не знает, что можно детям в их возрасте, а что нет. По сути, Делла – ребенок, который пытается воспитывать 3 детей. Собственно, на протяжении второй половины 2-го сезона она понемногу учится быть матерью. И тут напомню, о чем я говорила минут 10 назад. Взаимодействие Деллы с каждым из тройняшек очень милое и увлекательное, но особенно интересным я считаю дуэт с зеленым сыном. Да, Вилли потратил весь 1-й сезон на ее поиски, и из всех 3 братьев он больше всего был рад встретиться с ней. Но если в случае Уилфорда и Роберта Делла влияла на них, то вот Дилфорд влиял на нее. Дилли единственный из тройняшек, кому было тяжело привыкнуть к ней. Он просто привык все эти годы жить без матери, и что все ее обязанности выполнял дядя Дональд. Также в эпизоде «Хроноган» Делла познает негативную сторону семейной жизни, а именно необходимость наказывать детей за их ошибки, даже если это было не намеренно. Когда Дилли очередной раз пытался на халяву разбогатеть, это чуть не привело к межвременному апокалипсису. И когда все, слава богу, разрешилось, ни Скрудж, ни Клювдия, а именно Делла решила, что простыми извинениями тут не отвертишься. По сути, это был первый раз, когда она накричала на своего сына. Ты пустился в авантюру, не думая ни о последствиях, ни о тех, кто из-за тебя пострадает. В кого это я такой? Да, ей самой было от этого неприятно, но она чувствовала, что это необходимо. А самое классное, что на это не забивают, и в следующей же серии Дилли все еще наказан, и его даже не берут на новое приключение. И весь эпизод происходит интеллектуальное противостояние матери и сына, зачем очень увлекательно наблюдать. Ну и самое главное, в последнем эпизоде, когда на Землю вторглись луняне, Делла забирает детей и улетает как можно дальше от Дагбурга, наотрез отказываясь возвращаться. И именно Дилли уговаривает ее взглянуть страху в глаза и дать отпор Лунарису. Фух, да, подзатянула я с этим пунктом. Но не волнуйтесь, мы, считай, на финишной прямой. Ведь мы наконец дошли до антагонистов. Да, дошли до моей любимой темы. Может, даже пробежит пару матов, но если что, я вас предупредила. Итак, в ремейк было перенесено главное трио врагов Макдака. Гломгольд, семейка Гавс и Майка. Я их засунула в один пункт, потому что у них всех есть одна общая проблема. Нормальная презентация, но потом все скатывается куда-то не туда. В первом сезоне, так же как и с Деллой, накалялась интрига касаемо личности Магики. Почему она в виде бестелесной тени, как она связана с Линой и каковы ее намерения. Да и ее новый дизайн с этой зеленой кожей и черной мантией мне понравился.
А ее появление в последних сериях вообще шикарное. Тоже «Восстание теней» получилось в разы круче, чем в оригинальном эпизоде. Там это были просто несколько копий магики. А тут тени ожили у всех жителей Дагбурга. Но после того, как Скрудж со своим семейством ее одолели, и она лишилась магии, во втором и третьих сезонах она толком ничего не делала. Из чего-то серьезного она немного покошмарила Лину. А так она либо подрабатывала на детских утренниках, либо тусовалась на болоте. Хотя у магики, кроме своей собственной силы, были и различные зелья, амулеты и талисманы, которыми она нередко пользовалась. Да нам и здесь показали, что они у нее есть. Так почему она их не использовала? Сама сказала, что отомстит, но при этом ни черта не сделала. С гавсами чуть получше, но та же проблема. Да, они всегда отвечали чисто за грубую силу. Но даже так были либо шеф, либо маман, которые отвечали за мозги в их семействе. Скруджу буквально кошмары снились, как они забрали весь его капитал. И неспроста. В одной из серий они реально стырили у него целый банк. Здесь они даже детей нормально поймать не могут. Шефа вообще превратили в кретина, который только и думает, чтобы получить похвалу от мамочки. Хотя, повторюсь, он был главным стратегом в их трио. Мамаша Гавс осталась, слава богу, примерно такой же. Разве что ее сделали вреднее и чутка старее. Но это все меркнет по сравнению с тем, что они сделали с Гломгальдом. Опять-таки, в первых 2 сериях его презентация была классной. Показали, что так же, как и Макдак, он имеет свою компанию и охотится за драгоценностями и реликвиями. Также он нанял Дональда, прекрасно зная, что он племянник Скруджа, и в нужный момент воспользовался этим. Ну вот, прекрасный антагонист, влиятельный, коварный и расчетливый. Что может пойти не так? Я не знаю, что случилось, но какого-то фига Гломгальда превратили в напыщенного кретина, который только и думает, чтобы обставить Макдака и ни о чем другом. Да, та же ситуация, что и с шефом, только еще хуже. Он вообще не пытается нормально вести бизнес, буквально говоря: «Мне на вас пофиг, мне нужны ваши деньги». Отчего возникают вопросы, а как он вообще смог построить целую корпорацию с таким подходом? Он собирался соревноваться с Макдаком в гольфе, вообще не зная правил гольфа. Отчего сам Скрудж не воспринимает его всерьез? Да Скрудж не воспринимает всерьез Флинтхарта Гломгальда, Чтобы вы понимали, в оригинале он был вообще не таким. Они с Макдаком были буквально 2 сапога пара. Оба хитры, расчетливы и ищут все новые и новые способы пополнить свой капитал. Он умел вести переговоры и заключать сделки, как настоящий бизнесмен, который знает свое дело. У него была не просто обезличенная компания, а полноценные работники, которые создавали для него технику, которая по качеству не уступала подделкам разболтайла. Да, он мог крикнуть гоп, прежде чем прыгнуть и по итогу остаться с клювом. Но в любом случае он был угрозой, и Скрудж это прекрасно понимал. В арке про светлячковые фрукты, когда селезни взвешивали свои деньги, Флинтхарт хоть и пытался по-тихому помешать Скруджу, при самом продавце он делал вид, что соревнование проходит честно. А его жульничество раскрылось вообще в самый последний момент. Да Скрудж 2 попадал в тюрьму из-за Гломгальда, это уже о чем-то договорит. Вот без сарказма, я искренне могу поверить, что если бы Скруджа не существовало, или у него возникли какие-то проблемы в начале, Гломгальд мог спокойно стать самым богатым селезнем в мире. Единственное, чего у него нет, так это семьи под крылом, готовые помочь в нужный момент. Ну, собственно, в ремейке Флинти это тоже понял и решил собрать всех врагов Макдака за 2 сезона, дабы создать аналог семьи. И это действительно крутая идея, ведь в оригинале он не один раз сотрудничал с братьями Гавс и весьма успешно. Они и по отдельности были для Скруджа угрозой, а когда они кооперировались, это был трындец. И ему приходилось несколько серий извиваться как уж на сковородке, дабы выбраться по итогу победителем. А теперь представьте, на что способны все антагонисты, объединившиеся в одну лигу. Представили? Тогда выкините это в мусорку, ведь здесь лига не продержалась и одной серии. Гломгальда обставил 10-летний шкет, а все остальные просто свалили и рассосались где-то за кадром, будто бы ничего и не было. Почему? Просто почему? Меня это возмущает еще и потому, что у новых злодеев все нормально. У них хорошая презентация, интересная кульминация и крутое завершение. Почему со старыми нельзя так было? Ладно, погорячилась я под конец. Так или иначе, это не отменяет всего сказанного мной выше. Что у нас по итогу?
Оригинал, как и был одним из важных элементов моего детства, так им и остался. А ремейк смог так и напомнить мне о былых деньках, так и привнести в старую формулу что-то новое, пускай и не везде удачно. А на этом у меня на сегодня все. Если вы уже посмотрели ремейк, можете написать свое мнение в комментариях. А если еще нет, рекомендую сделать это. И что ж, еще увидимся.